Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. 20 февраля западные регионы Венгрии оказались во власти мощного атлантического циклона, принесшего в страну экстремальные снегопады и метели. Основной удар стихии пришелся на графство Дёрма-Шон-Шопран, Ваш и Зала, где менее чем за 24 часа выпало более 20 сантиметров снега, что стало рекордным показателем для этого периода зимы. Интенсивные осадки в сочетании с порывистым ветром привели к резкому ухудшению видимости на дорогах и образованию снежных заносов, фактически парализовав движение на ключевых транспортных артериях региона, включая участки автомагистрали М1, связывающие Будапешт с Веной. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы, задействовав сотни единиц снегоуборочной техники. Однако непрекращающийся снегопад существенно затруднял расчистку дорожного полотна. Разгул стихии спровоцировал серьезные перебои в работе общественного транспорта и железнодорожного сообщения. Поезда в западном направлении следовали с многочасовыми задержками из-за обледенения стрелок и падения заснеженных деревьев на пути. В ряде населенных пунктов вблизи границы с Австрией зафиксированы локальные отключения электроэнергии, вызванные обрывами линий электропередач под тяжестью мокрого снега. Власти пострадавших графств ввели ограничения на движение большегрузного транспорта, чтобы избежать массовых заторов и облегчить работу экстренных служб. Несмотря на сложную дорожную обстановку и многочисленные мелкие ДТП, по официальным данным информации о погибших или тяжело пострадавших не поступало. На текущий момент в Западной Венгрии продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Муниципальные службы сосредоточены на расчистке подъездов к социальным объектам и восстановлении энергоснабжения в отдаленных селах. Метеорологическая служба страны сохраняет оранжевый уровень опасности, предупреждая о сохранении низких температур и возможности образования сильного гололеда. Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок без крайней необходимости и использовать только автомобили, полностью подготовленные к суровым зимним условиям. «19 и 20 февраля бразильский город Палмейра-дас-Миссионс, расположенный в штате Риу-Гранди-ду-Сул, столкнулся с последствиями разрушительного атмосферного шторма, ставшего одним из самых мощных в регионе за последние десятилетия. Стихия обрушилась на муниципалитет вечером в четверг, принеся с собой ураганный ветер и интенсивные ливни. Согласно оперативным данным муниципальной службы гражданской обороны, основной удар стихии пришелся на жилой сектор. Повреждения различной степени тяжести зафиксированы более чем в 500 частных и многоквартирных домах. По предварительным оценкам властей, от разгула стихии пострадали не менее 1272 человек, однако эта цифра не является окончательной и, как ожидается, существенно возрастет по мере того, как спасательные группы доберутся до удаленных сельских районов, связь с которыми была полностью прервана. Разрушительная мощь ветра привела к масштабному инфраструктурному коллапсу. Ураган массово срывал крыши из жилых строений, выбивал оконные рамы и валил деревья на проезжую часть. Особо серьезный урон нанесен объектам социального назначения. Шторм частично разрушил здание местной школы и городской спортивный зал, лишив их элементов крыши и остекления. Падение опор высоковольтных линий электропередачи привело к полному отключению электроэнергии в городе, что в свою очередь спровоцировало остановку насосных станций и прекращение подачи воды в жилые кварталы. Значительная часть муниципалитета по-прежнему остается без электричества, водоснабжения и стабильной мобильной связи, что крайне затрудняет координацию восстановительных работ и оказание адресной помощи пострадавшим семьям.
В Палмейра-дас-Миссионс введен режим чрезвычайной ситуации. Власти города создали оперативный штаб для оценки колоссального материального ущерба и организации пунктов выдачи питьевой воды и горячего питания. Региональная метеорологическая служба предупреждает о сохранении нестабильной атмосферной активности над штатом Риу-Гранди-ду-Сул, призывая жителей к предельной бдительности. Ситуация в деревне Падасаре, расположенной в провинции Центральная Ява, признана катастрофической из-за непрекращающегося движения земных пластов. Медленно движущийся оползень, активизировавшийся в начале месяца на фоне экстремальных муссонных ливней, продолжает разрушать жилой сектор, превращая некогда стабильное поселение в зону геодинамической катастрофы. Согласно уточненным данным Регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, к текущему моменту число поврежденных и разрушенных домов увеличилось до 482, а количество пострадавших жителей, лишившихся крова или находящихся в зоне прямого риска, превысило 2500 человек. Постоянное смещение грунта вызывает глубокие разломы в почве и стенах капитальных строений, делая пребывание в большинстве зданий смертельно опасным. Системы водоснабжения и электропередачи в пострадавших кварталах Падасаре практически уничтожены из-за смещения опор и разрыва подземных коммуникаций. Дорожное полотно, связывающее деревню с районным центром, покрыто глубокими трещинами и провалами, что крайне затрудняет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию личных вещей жителей. Группы волонтеров и подразделения индонезийской армии помогают семьям демонтировать уцелевшие элементы конструкций домов, чтобы сохранить хотя бы часть стройматериалов. Временные лагеря для беженцев переполнены, и власти округа Тегал были вынуждены открыть дополнительные пункты размещения в соседних населенных пунктах, обеспечив людей горячим питанием и предметами первой необходимости. На сегодняшний день геологический мониторинг фиксирует сохранение скорости движения пластов, что обусловлено предельным насыщением почвы влагой и спецификой местного рельефа. Специалисты Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей предупреждают о высокой вероятности внезапного ускорения оползня в случае возобновления сильных дождей, что может привести к полному погребению целых кварталов под слоем грязи. В связи с этим в районе Джати-Нигара продлен режим чрезвычайной ситуации, а доступ в наиболее опасные сектора деревни полностью перекрыт силами полиции. Правительство Индонезии рассматривает вопрос о полном переселении жителей Падасаре в безопасные районы, так как восстановление инфраструктуры на движущемся склоне признано нецелесообразным. «20 февраля центральный регион Италии Лацио оказался во власти мощного грозового фронта, который принес с собой экстремальные осадки в виде обильного града. Основной удар стихии пришелся на провинцию Латина, где в течение нескольких часов наблюдалась взрывная конвективная активность. Наиболее критическая ситуация сложилась в районах Сеце, Сабаудия и Сан-Феличе-Черчео. За считанные минуты интенсивного шторма улицы городов, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья оказались покрыты плотным слоем ледяных гранул, толщина которого в отдельных местах достигала 10-15 сантиметров. Разгул стихии нанес серьезный материальный ущерб аграрному сектору провинции, которая является одной из ключевых овощных баз страны. Ледяная канонада уничтожила значительную часть ранних посевов в теплицах и на открытом грунте в окрестностях Сабаудии, а шквалистый ветер, сопровождавший грозу, повредил легкие сельскохозяйственные конструкции и линии электропередачи. В прибрежном Сан-Феличе-Черчео ливневые стоки, забитые градом и мусором, не справились с объемом воды, что привело к локальным подтоплениям нижних этажей зданий и торговых площадей. Метеорологическая служба Италии предупреждает о сохранении атмосферной нестабильности над Тиренским морем, что несет риск возникновения новых грозовых очагов в ближайшие дни. На филиппинском острове Лусон сохраняется чрезвычайная обстановка в районе вулкана Майон, который вступил в фазу повышенной эруптивной активности.
Согласно последним сводкам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, в период с 21 по 22 февраля системы мониторинга зафиксировали резкое усиление вулканического дрожания и серию камнепадов, вызванных ростом и частичным обрушением лавового купола в кратере. Раскаленные обломки скатываются по юго-восточным склонам в сторону ущелий Басан и Бонго, преодолевая расстояние более 4 километров от вершины. Ситуация в провинции Албай осложняется погодными условиями. Сильные муссонные дожди, прошедшие в выходные, создали прямую угрозу формирования мощных грязекаменных потоков из скопившегося на склонах пепла. В районе вулкана действует 3-й уровень опасности. Существует возможность внезапного взрывного извержения в ближайшие дни или недели. Зона постоянной опасности радиусом 6 километров остается полностью закрытой для посещения. Военные и полиция патрулируют периметр, чтобы предотвратить возвращение фермеров к своим хозяйствам. Более 20 тысяч эвакуированных жителей находятся в пунктах временного размещения, так как концентрация диоксида серы в воздухе вблизи подножия вулкана превышает безопасные нормы, вызывая едкий вулканический смог. Авиационные службы Филиппин продлили запрет на полеты в непосредственной близости от вулкана из-за риска внезапных выбросов пепла, способных повредить двигатели самолетов. Специалисты ведут круглосуточное наблюдение за деформацией почвы, отмечая продолжающееся раздувание постройки вулкана, что свидетельствует о неослабевающем магматическом давлении и может потребовать расширения зоны эвакуации в ближайшее время. Бразильский город Нова-Игуасу, расположенный в столичном регионе Байшада-Флуминенси штата Рио-де-Жанейро, оказался в эпицентре сильного наводнения. Субтропический шторм, обрушившийся на регион в субботу, принес аномальное количество осадков. По данным метеорологических станций, всего за несколько часов выпало более 120 мм дождя, что спровоцировало мгновенный выход из берегов местных рек и каналов. Бушующие потоки мутной воды, смешанные с мусором и илом, стремительно затопили центральные кварталы и жилые районы, превратив улицы в полноводные реки. В ряде секторов города уровень воды поднялся до 1,5 метров, поглотив припаркованные автомобили и заблокировав сотни жителей в их собственных домах. Разгул стихии привел к серьезным инфраструктурным повреждениям и человеческим жертвам. Подтверждена гибель как минимум 2 человек, ставших жертвами оползней в холмистых районах города. Для эвакуации людей, застрявших на крышах зданий и автобусных остановках, пришлось задействовать вертолеты и моторные лодки. По всему Нова-Игуасу зафиксированы массовые отключения электроэнергии из-за затопления трансформаторных подстанций. Сегодня в Нова-Игуасу сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Хотя интенсивность ливня снизилась, многие районы города остаются под водой. Тысячи жителей, оставшихся без крова, находятся в пунктах временного размещения в муниципальных школах. Метеорологи предупреждают о сохранении атмосферной нестабильности над штатом Рио-де-Жанейро, что несет высокий риск новых наводнений в регионе. Малайзийский штат Сабах на острове Калимантан пострадал от затяжных муссонных ливней. Непрекращающиеся в течение нескольких суток осадки экстремальной интенсивности спровоцировали выход рек из берегов и затопление обширных территорий в северных районах штата. Эпицентром бедствия стали округа Питас, Кота-Маруду и Пайтиян, где сложилась наиболее критическая гидрологическая обстановка. Согласно официальным сводкам, общее число эвакуированных граждан стремительно возросло и к утру 21 февраля превысило 4650 человек. Стихия затронула 79 населенных пунктов, многие оказались полностью отрезаны от внешнего мира из-за разрушения мостов и затопления дорог. Масштаб наводнения парализовал транспортную инфраструктуру региона. Основные магистрали, связывающие северные районы с административным центром Кота-Кинабалу, превратились в бушующие потоки, глубина которых на низинных участках достигает 1,5 метров. В пострадавших районах развернута масштабная спасательная операция с привлечением подразделений гражданской обороны, пожарно-спасательной службы и волонтеров.
Использование лодок и тяжелой техники высокой проходимости является единственным способом эвакуации людей из заблокированных деревень в специально организованные временные убежища. Ситуация в регионе осложняется сохраняющимся высоким уровнем воды в руслах рек Сунгай-Бонгога и Сунгай-Бандау. Во многих районах Питоса и Пайтиана отключено электроснабжение и наблюдаются перебои с подачей чистой питьевой воды из-за затопления насосных станций. Метеорологическая служба Малайзии сохраняет оранжевый уровень опасности для северного побережья Сабаха и предупреждает о возможности новых волн ливней в ближайшие 48 часов. Официальных данных о погибших не поступало, однако спасатели продолжают поисковые работы в наиболее удаленных районах, где существуют серьезные риски схода оползней. Жителям низин настоятельно рекомендуется не игнорировать приказы об эвакуации, так как динамика пребывания воды остается непредсказуемой. Индонезийский округ Панкеп, расположенный в провинции Южной Сулавеси, пострадал от сильных муссонных ливней. Эпицентром стихийного бедствия стал район Мандале, где в результате непрерывных осадков аномальной интенсивности произошел выход местных рек из берегов. Мощные паводковые потоки за считанные минуты затопили жилые кварталы, превратив центральные улицы поселения в бушующие реки. Уровень воды в низинных участках Мандаля достигал 80-120 сантиметров, что привело к массовому затоплению частных домовладений, торговых точек и объектов социальной инфраструктуры. Из-за разгула стихии оказалось парализовано транспортное сообщение на стратегически важном участке шоссе, связывающем Макасар с северными регионами острова. Десятки автомобилей оказались затоплены. На некоторых отрезках дороги движение было полностью остановлено из-за глубоких переливов воды и угрозы размыва полотна. Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с полицией и волонтерами развернуло экстренную спасательную операцию, эвакуируя жителей, чьи дома оказались полностью отрезаны водой. В целях предотвращения случаев поражения током в зонах затопления по всему району Мандаля было превентивно отключено электроснабжение. На утро 22 февраля в Южном Сулавеси сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Хотя интенсивность осадков в районе Панкепа начала постепенно снижаться, сотни гектаров рисовых полей в окрестностях Мандале остаются под водой. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой атмосферной нестабильности над Макасарским проливом, что несет риск новых внезапных наводнений в прибрежных районах Сулавеси в ближайшие 48 часов. Власти призывают жителей низин не спешить с возвращением в свои дома до спада уровня воды в реках. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.